Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку знаменитый немецкий пудинговый пирог со штрейзелем. Если есть такой пирог, и торта уже не надо. Пирог получается действительно незабываемо просто вкусным, в котором очень гармонично сочетаются три совершенно разные текстуры. Роскошное сочное кексовое тесто, нежнейший пудинг и хрустящий штрейзель, и ягоды по выбору. Пирог получается просто незабываемо бомбически вкусным, и готовить его будем даже без миксера. Пирог получится сразу, покажу здесь точные граммовки, чтобы он у всех сразу с первого раза получился. Готовить его будем из самых простых и доступных продуктов. Пирог получается очень-очень сочным, нежнейшим, просто тающим во рту. И сначала мы приготовим штрейзель. В немецкой транскрипции это слово произносится как штройзель. Многие мои соотечественники из Германии спрашивают меня, почему я говорю штрейзель, а не штройзель. Но так как язык видео здесь русский, поэтому произносим штрейзель именно в русской транскрипции. Итак, делаем самый быстрый штрейзель. 70 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, 150 грамм муки, небольшую щепоточку соли. Все это я перемешиваю до однородности. И вливаю туда сейчас 70 грамм растопленного сливочного масла. Ничего здесь я не замораживаю, результат будет абсолютно такой же, как и с холодным маслом. Делается буквально за минуту. Весь этот штрейзель. Перемешиваю его просто вот сейчас до однородности, чтобы появились характерные комочки, и отставляю в сторону, просто при комнатной температуре. И сейчас готовим само тесто кексовое. Здесь у меня 150 грамм размягченного сливочного масла. Оно не должно быть жидким. Всыпаю туда 150 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, щепотку соли добавляю туда, обычную щепотку соли, не маленькую. Все это перетираю просто буквально полминуты. Это сделать нужно обязательно, чтобы как бы соединился сахар с маслом. Масло слегка побелеет за это время. Добавляю туда 3 яйца комнатной температуры среднего размера. И вмешиваю каждое яйцо, я промешиваю буквально вот так вот минутку. И масса будет немножко светлеть, она будет пышной, и сахар практически растворится в этой массе. Даже вот когда мы перемешиваем просто ручным венчиком, масса будет на самом деле очень пышной. Вот такая вот она должна быть. Вы, конечно же, все это можете взбивать миксером. Вливаю туда сейчас 75 мл молока комнатной температуры. Просто перемешиваю, чтобы соединилась вся эта масса. И выжимаю туда обязательно сок одного достаточно крупного лимона. Вот это нужно сделать обязательно. Тесто будет очень сочным, и оно не будет пресным на вкус. Все это объединяю, будут легкие крупинки, это нормально. Сейчас, когда введем муку, все это объединится. 240 грамм муки туда просеиваю и 8 грамм разрыхлителя. И все это просто также перемешиваю венчиком. Естественно, вы все это можете делать миксером. Я просто показываю здесь, как можно этот пирог приготовить даже без всякого миксера. И получится действительно незабываемо вкусный пирог, который заменит собой даже очень вкусный торт на праздничном столе. Без преувеличения. Все это я просто перемешиваю сейчас венчиком. Ничего взбивать здесь дальше не нужно. Обязательно проходимся лопаткой сейчас со дна и со стеночек миски, чтобы ничего у нас не осталось, чтобы все было промешано. Форму для выпечки я застелила пекарской бумагой, боковинки я смазала буквально 3 граммами сливочного масла и просыпала мукой. Форму эту я покупала как 26 см в диаметре, по факту же это 24 см в диаметре, если мерить внутренний диаметр этой формы. Поэтому кто захочет выпекать именно этот пирог с этими граммовками в разъемном кольце, разъемное кольцо следует выставлять на 24 см в диаметре. И обратите внимание, что во всех разъемных формах для выпечки с дном всегда внутренний диаметр намного меньше, чем указано на упаковке, когда мы покупаем эту форму. В этом пироге размер формы очень важен, потому что все слои должны быть видны. Разравниваю сейчас, отставлю пока что это в сторону. Здесь у меня 200 грамм свежемороженой вишни. Добавляю в вишню 1 столовую ложку муки. Все это я просто перемешиваю. Вишню я просто выкладываю на тесто.
Как раз именно вот этого количества хватит идеально на диаметр вот этой формы. И здесь обратите внимание, близко к бортику вишню не выкладываем, чтобы пирог у вас имел очень хорошую, четкую и стабильную форму. Вот это здесь очень важно, потому что вишня будет, естественно, пропекаться, она даст сок, и чтобы у вас все было достойно в этом пироге. И форму, чтобы он держал идеально. Я слегка придавила эту вишню в тесто. Это сделать можно и даже нужно здесь в этом пироге, потому что пудинг будет сверху. И просто лопаткой разравниваю слегка. Не нужно бояться этого делать, потому что следующим у нас будет пудинговый слой. И соприкосновение вот это прямое с вишней, оно даже здесь и не нужно. Сейчас я беру буквально щепоточками штрейзель и по бортику просыпаю этот пирог буквально тонкой линией штрейзеля. Лучше именно так делать, потому что когда пудинг у нас будет пропекаться, он может, несмотря даже на то, что мы сделали здесь так называемую французскую рубашку формы, то есть смазали маслом и просыпали мукой, он может все равно прилипать к форме, потому что это пудинг. И поэтому вот эта тонкая лента штрейзеля, она будет предотвращать именно вот это прилипание. Это очень удобно и делается очень быстро. На вкус это абсолютно никак не повлияет. Отставлю пока что в сторону и готовлю пудинг. 400 мл молока и довожу до кипения, 50 грамм сахара, 1 пакетик ванильного пудинга, 38 грамм. Все это перемешиваю. Вливаю в сухую смесь сейчас 100 мл молока. Перемешиваю, чтобы не было комочков. И вливаю сейчас уже в закипающее молоко. И сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном я довожу при непрерывном помешивании всю эту смесь до кипения. Как только пойдут первые пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю все это с огня. И вот сейчас горячий, только что сваренный пудинг я аккуратно распределяю по пирогу. Бояться не нужно, ничего здесь не расплывется. Абсолютно все будет держать свою форму. И тесто, и штрейзель, и пудинг. Меньше пудинга здесь я брать вообще не советую. Ну и больше не нужно здесь его брать, иначе это скажется на выпекании самого пирога. На горячий прямо пудинг, вы видите, что из него идет пар активно, я высыпаю весь штрейзель, который я приготовила в начале видео. Бояться не нужно, штрейзель не расплывется, масло не растечется, все будет идеально держать свою форму. Выпекаю я пирог при температуре 180 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне в моей духовке 1 час 10 минут. Это потому что были мороженые вишни у меня. Если у вас ягода свежая будет, потребуется примерно час. Сейчас в процессе видео я расскажу подробнее, как проверять его, испекся он или нет. То есть это пирог такой своеобразный. Все расскажу дальше. Пирог я достала уже из духовки. Он у меня пропекся. Вот такой он нежнейший, мягкий в горячем состоянии. То есть нарезать я его не советую в таком состоянии, потому что пудинг очень подвижный в этом состоянии. Я ему дала полностью, абсолютно, совершенно остыть до холодного состояния. Можете его даже потом в холодильник убрать. И только потом я извлекаю его из формы, прохожусь ножом тонким, открываю форму. Он прекраснейшим образом держит свою форму. И, как вы видите, пудинг нигде не прилип к форме. Пирог прекрасно берется в руки. Несмотря на всю свою нежнейшую консистенцию, я удалила бумагу для выпечки, поставила его на донышко формы. То есть пирог получается абсолютно стабильным, ягоды нигде не расплываются. Если вы все будете делать как в видео, у вас все прекрасно получится. По традиции посыпаю этот пирог сахарной пудрой. Вы можете сеточку из шоколада сделать. Все, что вам нравится. Можете различными сахарными посыпками посыпать, если на детский день рождения, допустим. Штрейзель я прорезаю пропиливающими движениями и потом режу как обычный пирог. Он необыкновенно нежный и сочный получается. И здесь, как обещала, хочу дополнить про процесс выпекания. Вот как вам узнать, что пирог пропекся? Сначала, когда пройдет где-то минут 45, у вас серединка начнет активно подниматься. Это нормально, вы просто последите по своей духовке, потому что проверять здесь шпажкой, очень неблагодарное занятие. Когда у вас вот эта серединка хорошо поднимется, даже может быть таким как бы куполом она поднимется, она потом плавно начнет опускаться. И когда она уже опустится вровень со всем пирогом и простоит так минут 10, уже можно вынимать пирог из духовки, пройдет уже минимум час с начала выпекания. То есть все нужно ориентироваться только по вашей индивидуальной духовке. У меня в духовке прошло 1 час 10 минут. Вот такой нежнейший пирог, вы видите, как он надламывается вилкой.
настоятельно советую его готовить. Вместо вишни вы, конечно же, здесь можете использовать любые другие кислые ягоды. И малину можно использовать, и смородину. Все, что вам нравится. И с голубикой можно делать этот пирог. Ну и с вишней просто незабываемо вкусно. Это классический такой вариант получается. И с кислыми яблоками можно также приготовить этот пирог. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.